Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная рыбалка. Приехал я на такой приличного размера пруд. Вот. Здесь есть разные хищники, и щука, и судак, и окунь. Но цель наша сегодня это щука. В общем, буду ловить щуку на воблеры. Итак, погнали! Так, ну немножко по снастям расскажу. Палочку я сегодня взял Daiwa Ninja, моделька ZTS 662 МЛФС с тестом от 5 до 25 грамм. Ну, выбрал ее потому, что на водоеме будет такие разные глубины, и меляки, и более глубокие участки, и, соответственно, будут и воблеры разного формата применяться, как и шеды, так и минохи разного размера. Поэтому такой тест как раз наиболее подходящий для моих приманок. Катушку я взял от Blackside. Это Espada в 3000 размере. Такая из бюджетных, очень даже хорошая катушка. Пользуюсь я ей примерно месяц, а пока нареканий нет. Шнур я взял от Minogi 0,16 миллиметров. Ну а воблеры буду применять сегодня совершенно разные. Будет, скорее всего, перебор приманок. И какие будут выстреливать, в конце видео будет понятно. Погода сегодня отличная. Такой теплый денек, но жары уже нет. Вот, температура где-то, наверное, для плюс 26 поднимется сегодня. С утра практически полный штиль, ветра нет. Солнышко. Видно, рыбка гуляет. Не сильно активно, но в принципе кое-где вижу всплески. Так что будет, я думаю, интересно. Буду сегодня пробовать и проверенные воблеры, и хочется попробовать новые. И что из этого сработает, ну, посмотрим. И глубины тут еще на этом пруду достаточно разные. То есть можно пробовать и более мелкие приманки, мелководные, и более глубокие. Ну, а где найду щуку, там посмотрим. Смотрите, какая тут вода, как цветет. Просто мутняк. Я опускаю воблер. Буквально веду его под поверхностью и не вижу его вообще. В такой воде только ловить на какие-то яркие приманки. Кислота. Вот такой интересный воблер от Lure Max. Это у нас называется Dingo 100S MR. Весит 14,8 грамм. Понятно, это копия у нас Duo Realist. Тоже отличный воблер. Понравился мне с первого взгляда. В первую очередь, формой, а во вторую такой очень классной расцветкой, яркой. Арбузик такой. Уже разловлен. Посмотрим, как сегодня будет работать. Уже в забросе поклевка. Что тут у нас схватило? Поменял только что воблер. Воблер называется Dingo. Ой! Видишь, какой красивый, яркий. Это, короче, копия Duo Realist. Да, по-моему, 90 или какой-то. Сейчас гляну. Здесь хорошо пишут. Соточка. Да. Блин, классно, оказывается, воблер. Это у нас
Люрмакс производит. Так, брошу-ка я, наверное, якорь. Воблер за что-то зацепился. Это, походу, раколовка. Раки есть. Раколовка. Да. Пару мелких. Да что такое? Еще одна, что ли? Опять какой-то зацеп. Блин, она тут просто длинная, охренеть. Она просто тут охрененно длинная, эта раколовка. Ого, а нет, это другая. Здесь прям раков до хрена. Много. Блин, опять она, что ли? Опять зацеп. Блин, а теперь не поднимается. Нет, поднимается. Очередная. И тут кто-то сидит. Тут одни раколовки под берегом. Тут куча раколовок под берегом. Уже третья, по-моему. Опа, есть. Есть контакт. Бросаем якорь. В траву, что ли, залезла? Да, с куском травы тащу. А, и сошла. Зацепилась за траву и сошла. Ну, опять отработал воблер динго. Это проверенный временем воблер. Копия Малос с Алиэкспресс. Очень и очень дешевый воблер, но вопреки этому очень и очень уловистый. По мелькам, ну, прям один из лучших. Я его называю король мелководья. Вот он уже весь искусанный. То такая расцветка кислотная, по мутной воде особенно рулит. Я чувствовал, что ты тут должна быть.
Вот так упирается. Заглотила так интересно. Ё-моё. Давай мне в лодку запрыгни. О, красотка какая попалась. Ну, такая в районе килошки. Заглотила хорошо. Смотрите как. Да. Интересно. Ну, такая щучка под килошку. На копию мало схватила. Ну, сопротивлялась отлично. Сильная такая. Несмотря на размер. Летняя все-таки. Малос почти заглотила. Да, притворялась дохлой. Потом рванула. Ну все, давай, беги в свое болото. Пруд, конечно, цветет вообще капец. Как оно тут в этой зелени живет. Главное делать такую не быструю проводку, медленную. Никуда спешить не нужно. Паузы даже в принципе не нужны. Я делаю просто равномерочку. И клюет гораздо чаще, чем начинаешь что-то выдумывать. Твичи, еще что-то, стоп-н-го. Ну не знаю, у меня, по крайней мере, такая проводка работает всегда лучше. А вы, кстати, в комментариях напишите, на каких проводках у вас малос отлично работает. Опа, есть. Еще одна отреагировала на малос. Но это помельче. Ее, что ж такая активная. Такая ударила так хорошо. Я думал гораздо крупнее. Думал раза в 2 больше. Нет. Ну такая веселая щука. Ударила, как будто она в 2 раза больше. Ну и на вываживании устроила цирк. Тоже прыгала, как бешеная. Смотрим аккуратненько. Отцепим. Все. Беги. Все-таки пока малос король мелководья. В общем, у меня какая тактика? Я подплываю к месту интересному и, в общем-то, веером начинаю обкидывать. Раз, два, три. Обкидал. Если поклевки нет, плыву дальше. К следующему понравившемуся. Ветра нет. Лодку вообще не несет. На якорь даже не становлюсь. Поэтому веслами подрабатываю, подплываю и облавливаю. Это воблер легенда. Для мелководья прям топовый воблер. Он, правда, достаточно редкий в продаже. Недавно они появились. Я прям себе купил 3 штуки. Это бета-шет в 75 размере. Это у меня суспендер. И в такой интересной расцветке двойной. Золото-серебро. Ну, можно видеть по его состоянию. Его грызли, били, ели.
Но щуки просто обожают. Понтон 21 умеет делать воблеры. Настоящий топ. Сразу удар. Под деревом стояла. Так, дойти. Что же ты там сидела под деревом? Ждала меня, да? Какая она тут резвая. Блин. Все попалось. Которая кусалась. Смотрите, какая. Не крупненькая. Но зато Джо задает как взрослая. Ну вот, отработал я вот такой воблер бета-шет в 75 размере. Мой один из любимых двухцветников. Щука там, конечно, не очень большая, но летняя здорово сопротивляется сильно. Сейчас ребят прям под дерево, под ветки закинул. И буквально успел катушкой сделать пару оборотов, и она всадила. Прям четко попал там, где стоит, называется. И что-то хорошее, по-моему, садила. Удар был так четкий был. Наверное, скинем. Чего себе. Да, щука хорошая. С фрикционом прям. Так, под лодку не заходит. Ах ты засранка. Собака. Ах ты сухой валежник. Тебя схватить. Нормально такая полторашка. Сильная. Как будто взрослая. Прям сопротивлялась, как будто трофейная. Он отработал бета-шет. Ну вот, ребята, это уже прям покрупнее на бета-шет всадила. Вот с ударом там и фрикцион работал. Я думал, конечно, прям еще гораздо крупнее, но нет, такая где-то, не знаю, 1,5, наверное, килограмма. Но упиралась просто как монстр какой-то. Местный крокодил в этом болоте. Ну вот, ребят, беда. Щука оторвала. Кукан. Опа. Стоп. В плане вот, особенно для ходовой рыбалки, сворачивается так на катушку. Вот, могу рекомендовать. Блин. Было, если потерял, было бы очень жалко. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Сегодня, честно говоря, неожиданно было состояние воды в водоеме. Но я здесь давно не был. Приехал и, честно говоря, немножко офигел. Потому что вода была очень мутная, грязная какая-то. Много травы. Ну, в общем, она цветет. Вот первое желание было быстро отсюда уехать.
Но потом я все-таки подумал, ехали далеко. Вот. И, в общем-то, мы не пальцем деланы. Половил. Несколько хвостов было поймано, поклевки были, воблеры испытаны. В общем, в целом рыбалка понравилась. У меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.